Здравствуйте, друзья! Меня зовут Настя Лосева, а вы на канале Рецепт вкусной жизни. Сегодня я хочу поговорить с вами о очень красивом растении однолетнем, которое станет безусловным украшением вашего сада. Причем это растение можно посадить как на клумбу, так и в виде горшечного растения, дополнения к другим цветам. Это растение называется лобелия. Я называю ее принцессой в моем саду, потому что королевой сада я считаю розу, королем сада пион. Ну а лобелия, она такая нежная, такая как бы чувственная, не знаю, и в цветах выражается эта нежность, и в ее тоненьких стебелечках. Поэтому вот сегодня речь пойдет о лобелии. Хочу рассказать вам, как ее посеять, и самое главное, чтобы вы не боялись. Столько сходит всякой информации в сети, что там сложно ее посеять, сложно ее вырастить. Все это ерунда, очень просто она выращивается. Главное найти вам свой способ, попробовать и понять, что это легко. А самое главное, сколько она вам принесет радости. И когда вы будете на нее смотреть, это просто непередаваемо. Я сейчас вам покажу, как я ее интегрирую в свой сад, даже в свой огород. У меня декоративные грядки. Кто уже смотрел обзоры моего огорода, я на грядке прям высаживаю цветы. Кроме бархатцев, там настурции, которую высаживают в принципе все для борьбы с насекомыми, я высаживаю красивые цветы, красивые цветочки декоративные, в том числе и лобелию я в прошлом году высаживала, и колиус тоже, для украшения именно грядок, чтобы грядка была не целиной, а была как клумба. Посмотрите, я для вас уже посеяла, и чтобы показать, как это будет выглядеть. Значит, сразу хочу рассказать вам, что лобелия бывает разнообразная по цвету, от белой до все оттенки синего цвета, фиолетового, глубокие синие цвета. Также бывают розовые, красноватые, поэтому можете любую палитру выбрать, какая вам подходит для вашего сада, огорода, кухни или еще чего-то, что вы собираетесь ей украшать. Дальше, лобелия бывает ампельная и бывает кустовая. Кустовая, причем разных форм, то есть могут быть кустики от 10-15 сантиметров, совсем небольшие, такие пушистые, как ежики, до 25-30 сантиметров, а ампельная лобелия образует до 50-60 сантиметров. Такие плетями их нельзя назвать, они такие нежные, знаете, когда их вешаешь в кашпо какое-то высокое, под дуновением ветра они так колышутся, и вот какое-то прям облако такое создается. Я высаживаю как ампельные, так и кустовые виды, потому что потом формирую их. Очень красиво, например, сделать темный кустик посередине, в кашпо в каком-то, и высадить светлую по краям ампельную. Это будет очень красиво, это прям украшение любого сада, огорода, любого места на вашей даче или вашего дома. Давайте я вам покажу, как я сею. Достаточно просто все это. Да, вот в такой небольшой я совсем сажаю, потому что лобелия развивается медленно, как корневая система, так и вот смотрите, до сих пор, хотя ей уже 3 недели, корешки еще до сих пор не появились на донышке. И корневая система у нее не расползается, она такая, не махрится везде, а конкретно вниз растет. И поэтому вот таким образом, когда вы ее посеете, очень легко будет ее пикировать. Я покажу сейчас посев. Как я уже сказала, я буду сеять лобелию в таких сине-голубых тонах, как ампельную, так и кустовую форму. Беру грунт, уже готовый для рассады. Набираю вот эту вот форму невысокую. Теперь самое главное утрамбовать очень тщательно грунт. Это делается для того, чтобы семена лобелии не проваливались в грунт, иначе они не взойдут в темноте. Теперь нам нужно его тщательно смочить. Можно брызгалкой, вот так вот из пульверизатора, можно грушей. Грушей, между прочим, я потом и поливаю
взошедшую лобелию. Посмотрите, грунт должен быть очень влажный, потому что больше до всходов мы поливать его не будем, чтобы вода не затащила под землю семена. Ну и сейчас я вам хочу показать, как выглядят эти семечки. Я их не высыпаю ни на какую форму, потому что не на блюдце, они потом магнитятся, вы их не соберете, не надо. Вот я, чтобы вам показать только, вот так высыпала немножко, видите, они маленькие. Теперь я просто мысленно делю этот контейнер на 8 частей. У меня будет 8 кочек таких. И посмотрите, пальчиком немножко вот так подбиваю, и у вас высыпается небольшое количество семян. И получается кочечками, их хорошо потом видно на грунте. Говорят, что их там не видно, совсем нет. Вот я вам показываю. Все прекрасно видно, будет у вас 8 вот таких кочек посеяно. Теперь накрываю крышкой. Почему мне еще нравятся вот эти контейнеры? Я 2 уголка противоположных прищипываю, а 2 оставляю для проветривания. И все. На 5-й день пойдут нормальные всходы вот такие. Как теперь поливать? Лобелия любит влажный грунт, пересушенным он быть не должен, но переливать его тоже не надо. И еще хочу сказать, что лобелия не склонна ни к каким черным ножкам, ни болезням. Вот это ее еще очень огромный плюс. Я просто беру вот такую маленькую грушу и поливаю между кочками растений, не в центр вот этой кочки, а по краям. И будет смачиваться хорошо ком, и все будет замечательно. Видите, как у нас получилось? Все, выращиваем дальше. Теперь давайте поговорим об уходе за лобелией. Когда она у вас уже проросла, посмотрите, причем я говорила, что белые семена, вот они, вот так вот их, семена белой лобелии, они светлые, их хорошо видно на поверхности. Не бойтесь, вы все увидите. Я не сею на снег, не стратифицирую их. Вот посеяла, и на 5-й день у меня уже начались всходы. Что касается прорастания семян лобелии, то контейнер, когда вы посеете, необходимо поставить на светлое место, потому что, как и петунья, лобелия прорастает на свету. И поэтому именно семена ее должны находиться на поверхности. Если вы сделаете посев так, как я вам показала, то все у вас обязательно получится. Почему я сею вот так вот с пикировкой, а не без пикировки? Лобелия, как и петунья, они быстренько кидаются в рост и начинают быстрее развиваться. То есть это растение, которое любит, чтобы его пикировали и тревожили его корни. Развитие его тогда происходит намного быстрее. Поэтому я выбрала именно такой путь. Друзья мои, лобелия — это прекрасное растение. Причем оно цветет все лето. Если вы хотите уже к началу лета, к началу июня получить оформившиеся цветущие кустики лобелии, то для этого ее можно сеять с середины февраля, весь март можно сеять. Но я вам хочу сказать, если вы немножко припозднитесь и посеете ее в апреле, ну ничего страшного не случится. Вот это такой случай, когда, как говорят, лучше поздно, чем никогда. Она у вас тоже разовьется хорошо. Просто цвести она начнет не в начале июня, а в начале июля. И пик ее цветения будет в августе. Если вас заинтересовал этот цветок, а я думаю, что он не может не заинтересовать, потому что эта красота просто безумная, подписывайтесь на канал, я вам дальше буду показывать, что нужно, какие манипуляции еще с ним сделать, совсем несложные, для того, чтобы кустик, во-первых, был более плотный, более красивый, и для того, чтобы лобелия радовала вас цветением все лето, от раннего лета до, так скажем, до осени, потому что развившийся кустик лобелии не боится похолоданий, поэтому осенью он будет у вас продолжать цвести. Я покажу, что для этого нужно сделать. Подписывайтесь на канал, давайте выращивать красоту вместе, а я буду делиться с вами удобными способами посева. Может быть, это станет открытием вашего сезона 2022 года.